Просто шпилевили, трали-вали. Ну ничего такого серьезного. Пока люди не спят друг с другом, они, по сути, друг другу никто. Прекрасно, что ты отказываешься. Не, ну я красиво отказывался. Так, что у меня живот болит, там глаза, голова болит. Подожди, если у моего мужчины есть пальцы, уже достаточно. Для меня это идеальная женщина, потому что это очень правильно. То есть год-полтора не... Но секс, год-полтора. Прикинь. Чувак, 1,5 года ждет секса. Ты что, налила жениться? Я налила жениться. Я хотела просто трахнуться, вот просто, знаешь, это как будто наваждение. О чем же все-таки говорят в Майами на этой неделе? Деньги, карьера, секс, отношения и здоровье, красота. Дорогие друзья, добро пожаловать на второй эпизод нашей передачи «О чем говорят в Майами». И я один из них ведущий, Александр Гликман. Рядом со мной Натали. А слева от меня Анна Вита. Не, почти. Девчонки, давайте выпьем за Любовь. Ура! Натали, спасибо, что пришла, и спасибо, что опоздала. Теперь я понял, почему мне говорят, что Наташка иногда тут там любит мухлевать. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Почему ты опоздала, лучше скажи? Блин, На камеру, правду говорю. я вам сейчас расскажу, вы прозреете, серьезно. Я еду по экспресс-лейну. Вижу, едет на мотоке кто-то сзади. Он подъезжает ближе, я вижу, что это коп. И я такая, ну ладно, ну коп едет. Он, прикиньте, со мной ехал, он на 12Б экзит повернул. Он со мной ехал, наверное, полчаса. И тут он подстраивается сзади меня и включает мигалку. Спустя, полчаса езды. То есть, О чем было надо? Так и рассказываю, я сворачиваю. Он у меня подписчик, наверное. И вот смотри. Можно с вами? Да, Можно он у меня фото? подписчик, 100% хотел посмотреть, так или не так. Но сейчас слушайте очень внимательно. Я сворачиваю на дорогу, на которой одностороннее движение. Да, и там, то есть мне же надо как-то с трассы уйти, чтобы он меня мог допросить подойти. Я останавливаюсь, открываю окно, он подходит и такой говорит: я видел, ты там телефон в руках держишь. Я такая, в смысле? Я же навигатор смотрю, показываю ему, вот навигатор, типа. А у меня как раз эта штука сломалась, на которой цепляется телефон. Такой, я понимаю, что навигатор, и стоит мне рассказывает, долго прям. Ты знаешь, что вот бывает, типа, 1 секунда, ты можешь не заметить. Прям ты отвлеклась, на секунду глянула в сторону. И такое часто случается. И вот на прошлой неделе, и рассказывает мне, я такая, да, а я, понятное дело, я, знаешь, такой... Да, я понимаю, конечно, я виновата. Не-не-не, я больше смотреть не буду. Думаю, Короче, мораль прочитали. Да. А я думаю, а как я смотреть буду вообще? Это твой первый коп в жизни? Ты знаешь, первый. Слушай, я что-то не понимаю. Да. Конечно, первый. Ничего не говорит, просто разворачивается и просто уходит. И все. А что, ты хотела ролевых игр, чтобы он такой начал думала, раздеваться, окей, под музыку заиграла Шер? Не, подожди, в Америке, извините, там как же кланяются, так же и распрощаются. То есть они всегда скажут, окей, have a good day, be careful, тра-та-та. Все, просто разворачивается, уходит. Причем прикол, садится на этот мотик, одностороннее движение. Тулит против движения и выезжает на трассу обратно. Я Нормально. думаю, чувак, ты же нарушаешь только что, понимаешь, в одностороннее. О чем же все-таки говорят в Майами на этой неделе? Да, мы говорили о том, есть ли секс во время период. Можно ли... Подожди, вопрос звучит: есть. Можно. А теперь? Нужно ли? А теперь? Да, нужно. Есть ли проблемы с этим? Слушай, достаточно, что женщина делает такие мозги во время ее это время, то есть, в принципе, что есть. еще и секс еще к этому, мне нет. То Любая женщина... есть, если женщина, при том, что это типа ее проблема, она согласна, то Нет. это ты нет. Конечно, нет. Я поддерживаю, если смотри, секундочку, если в отношениях, я поддерживаю принести адвил, там такие водички, накормить, уложить, поспать, я согласен. За дверь выставить ее одежду. Не, я имею в виду, но лезть в секс с девушкой, нет. Если она что-то мне там делает, проблем. Но мне нет. То, что, это неприятно. Ты первый, от кого я слышу такую точку зрения. А что, вообще нравится это? Я думаю, нет такого, что прям это нравится, и я жду этого каждый месяц. Вот как может быть, тебе нравится такое? Как может быть такое, скажи? А ты пробовал? Что пробовал? Когда мне было там 18-19 лет, своей первой девчонкой, 16 лет. Типа попробовал, но я понял, что это неприятно. Я на самом деле понимаю его, потому что это же как с раненым немножко. Знаешь, человек ранен, он истекает кровью, а ты такая, человека, давай, что ты там? Или знаешь, когда беременную везут уже в больницу, он такой, так, ничего не знаю, 2 дня. Откуда ямочки на щеках, да?
Ну, типа. Ну, я не знаю, кому это может быть, какому мужчине может быть... Не, ну это не а то, женщине что- может быть это приятно? Да, почему нет? Если женщина с женщиной, как может быть ей приятно там вот заниматься Ну, сексом, смотри, или кровь течет? это такой очень философский. Еще не очень такая чистая кровь, я понимаю. Ты В хочешь смысле, не чистая подробности? кровь? Ну, не подробности, Не, но- почему не чистая кровь? Я не поняла, что В там. смысле, да. Во-первых, да. Почему? Ну, слушай, ну, это же- Чистейшая это же кровь. Из тебя выходит определенный... как сказать, Подожди, есть простой Надо момент. доктора Чисто сюда притащить, чтобы она физиологически. объяснила вам. Хорошо, Кстати, притащим доктора, ладно, Нет, хорошо. без доктора не Хорошо, ты хочешь разберемся. сказать, подожди секундочку. Ты А в хочешь, чем проблема? Секундочку. Ты хочешь сказать, что во время секса, если у мужчины было вот только сделали ему обрезание, там кровь, раны, Так ему было бы больно. Он не смог бы поэтому. а девочке не будет больно? Я не знаю, я никогда не пробовал, поэтому я не знаю. И я такая, Ну, Больно? просто А ты сказал, пробовал? что типа, Смотри, если секундочку, она вы окей, но пробовали? я не буду. Не, я не ребят, но тут же есть несколько аспектов, составляющих этого вопроса. Этичный, физиологичный, чисто по принципу, типа, мне нравится это или не нравится. Смотри, вот есть люди, которые вообще, вот кто-то порезался, он такой, боже, кровь, фу, Не, ну это другое дело. Подожди. Дальше. Есть люди, которые, кровь, это часть тебя, это мое, Да. это, ну, Ты я любишь тебя этого люблю, человека, ты любишь я его люблю кровь. его кровь, вообще, ну, Ну, кровь. Что-то Я люблю происходит. кровь с ручки, ножки, с глазика, знаешь. С глаз? То есть оттуда, может куда быть, ты, где ты бываешь чаще, чем в Кровь глазике. с глазиков. Ну, Ты оттуда, это вообще- извините меня, вот оттуда Вот точно. это да. Ребята, кровь Вот с это да. глазиков. Смотрите, есть всегда в сексе есть два человека. Не всегда, но в сексе обычно есть два человека. Я думаю, что И- 3 уже бывает сейчас. уже. Да, Бывает и безусловно. 4. Но обычно два. Прекрасно. Да, давайте так. Короче, Там, и- где я работала, было и и 8. получается, что если это нравится обоим, в этом нет никакой проблемы. Если не нравится кому-то из... Но я лично, так как я и уже говорила, что я считаю, что секс — это инструмент. Это не апогея, апофеоза. Получение эмоций. Это инструмент. Нет, не получение эмоций. Это мой инструмент. Мое тело способно вырабатывать кучу гормонов на таком, на таких, на спокойном, типа, просто немножко поигравшись с собой. Why not? Почему бы с собой это не делал? И месячные — это вообще не проблема, потому что я сама с собой. Уж я-то свою кровь точно люблю. Окей, но это твой инструмент, понимаешь? Что когда Да. ты хочешь передать свой инструмент нам, мужчинам, своим Не-не, передом, я не мы собираюсь, хотим я никому твой Нет, так может инструмент- он Не то, окей. чтобы я тут что- это... другой не, инструмент. Я вообще ноль предложений в этом. Я вообще тебе... Это не было предложение, вот в чем Нет, паника. секундочку, я не говорю именно про тебя, я говорю вообще образно. Да. Когда девушка говорит, что это мое, я тебе говорю, что это ваш инструмент, но, например, мне такой инструмент не подходит. Ну, ты же свою кровь... Знаешь, вот ты порезал палец такой раз, и типа там, не знаю, даже... кто-то- Это моя кровь. Я про это и говорю, Тогда поэтому- свои- А это а кровь ты можешь свою кровь твоей оттуда попить? кровь твоей тогда? любимой женщины. Секундочку, а ты можешь оттуда свою кровь Почему попить? попить? Ну, или Подожди, сделать- А зачем ее пить? Или сделать так. Можешь? Нет. А зачем? Потому что неприятно, А правильно? зачем тебе ее пить? Секундочку, подожди. Давай, подожди. Секунду, да, секундочку. Вот ты говоришь про палец порезал, ты Да, можешь, да? да. А там ты можешь, да, тоже взять, попробовать? Нет, ты не можешь. зачем? Почему? Я просто не Неприятно. пробовала, но не приходила. О, а почему мужчины, потому что вам хочется, должны это делать? Никто вообще, ты чего вообще? Подожди, ну есть Он же не по- ты инструмент, Ты не понял контекст. он ты не понял- чувствует вкуса. Ни в коем случае. Мне кажется. Я вообще... А Я ты вообще... откуда знаю? А ты Мне просто- рассказывали. Я считаю, что делать надо только то, что нравится. И если человеку это не... Согласен с тобой, но... Более бывает- того, я больше консервативна в этом вопросе. И честно, я, ну вот, типа, если у меня партнер, то я бы с ним это не делала во время месячной. Смотри, подожди секундочку, смотри. А когда ты в отношениях, ты хочешь идти своему другу, ну, своему, может, ну, правильно, другу, своему партнеру навстречу. Ему, может быть, это нравится, а тебе это нет. Она у тебя или он у тебя просит, ты это через «не хочу» делаешь, но ты делаешь это даже когда это тебе неприятно. Это честно или нечестно? Я считаю, что это... Нечестно. нечестно. Хорошо, Но не все многие девушки женщины- любят минет. Секундочку, но... Да. Ты такой, да. Делают это, хотя им Да. это неприятно. Но секунду, ты сравнила, выходит кровь оттуда или выходит сперма? А сперма такая вкусная? Ты не знаешь. Ты пробовал? Нет, ты Поехали, Да. поехали. вкуснее, чем кровь? Ни хрена! Так я и кровь не пробовала оттуда. Одинаково. У меня была девчонка, которая вот ей нравилось во время месячного заниматься Есть сексом. такие. А я говорю, нифига иди Много. отсюда. Я не могу. Это же Да и неприятно. прекрасно. Ну, я еще раз, я тебя Ей понимаю. прекрасно, не мне. Так я тебя понимаю. Прекрасно, что ты отказываешься. Не, ну я красиво отказывался. Так, что у меня живот были, там глаза, голова были. Красиво отказывался.
Я там белье замочил. У меня день рождения у рыбки. Я пошел. Слушай, это такая большая проблема, так и так быть в той ситуации, что у твоей девушки вот это время, которое тебя просто выносит мозг. Почему так сложно? А, ты поэтому в Майами сейчас неделю? Да, именно неделю, 2. Мне кажется, это ты преувеличиваешь. Я не преувеличиваю, я сюда как нормальный мужчина. Ты просто Я не оставляешь понимаю, кому её это на У людей пару есть дней. проблемы с этим? Да. С чем именно с этим? Ну, как-то оно ничего не поднималось так, чтобы они мне Не, именно ну, детально понятно, что рассказывали. они собрались. Но многие мои друзья с женами вроде бы как это не делают. Ну, хотя не знаю, Я слышала опросы. за закрытыми дверями. Есть люди, которым нравится. Ты понимаешь, на самом деле на интернете ты увидишь такой бардак, такой хлам, что даже не можешь Мне писать. Честно, мне кажется, это вообще самый легкий вопрос из всех, которые сейчас происходят. Вот как ты говоришь, что сейчас происходит в мире, у людей там, ну, понятно, мы вообще в постель не лезем. Но это самая вообще мелочь. Ну, хотят, занимаются, не хотят. Кровь это, ну, просто я и ту точку зрения вижу, да, вот я как мужчина, типа, ну, блин, она раненая, блин, и ей даже Подбитая. Да, и у нее даже первые дни реально у женщин, у меня, например, там болит живот, мне, ну, не то, чтобы я прям, боже, мне хочется именно в этот момент. Мне кажется, это уже с точки какой-то, типа, не то чтобы отклонение от нормы, но, типа, если у меня болит живот, и у меня оттуда, извините, нам там, типа, есть кровь, зачем, типа, мне еще что-то, ну, то есть не самое романтичное настроение, наверное, вот так. Фу, зачем подписался, а? Слушай, мне часто очень задают вопрос, что делать, если человек с кем-то познакомился, пропал после первого свидания. Тебе этот вопрос задают те, с кем ты встречался? Нет, это задают в интернетовские вопросы, которые, в принципе, спрашивают везде, особенно женщины. Я же высказываю там свои личные мнения, но мне пишут девчонки, слушай, а поговори насчет темы, что если я познакомился с парнем через Tinder, или что мы вышли там на свидание пошли, и он просто исчез. Просто ты так делал? Я к этому подхожу так. Я считаю, что всегда нужно свой opinion, свои там 5 копеек оставить наконец. Не сошлись по политическим взглядам. Не, ну не то, что политически взгляд, но если тебе кто-то не нравится, ты просто должен как-то это свести. Ну, то есть на нет. пропал, типа, прям вот не отвечаешь и все? Я же тебе говорю, я это не делаю. Я говорю, люди, которые... Вот есть люди, Я которые про них. парни или там девушки идут на свидание, и вместо того, чтобы закончить, свидание правильно, там могут свалить с ресторана. Либо на следующий день просто перестать писать, знаешь? Ну, прекрасно. Ну, так у тебя так и было? Чтоб я так сделала, Лиса? С тобой и ты. Со мной такого не было, и я такое тоже не делала. И если честно, ну, то есть, вот даже если гипотетически предположить такое, для меня это, блин, вот на данном этапе развития, я думаю, блин, это счастье. Человек не со свадьбы, извините, пропал, а просто... Не, а если он тебе нравится, ты ждешь, ты там вся уже... Так, блин, бельё мне может готовишь. понравиться столько людей. Есть мужчины и женщины, которые делают именно это специально. Специально это факт, что вот им Ну, пикаперы, Ну, он Правильно. псих и все. Нет, подожди. Он хочет или она хочет вот это, чтобы за ним бегали. Это называется О, это я знаю. push and pull. Это когда ты заманил человека, ты ему понравился и резко свалился. Ты тогда говоришь не про первое свидание, ты говоришь, есть вообще такой Нет, ты стиль можешь на первом- поведения у людей. Ты я можешь на понимаю. первом свидании это сделать. Тогда да. Ты можешь. Да, окей. Я просто к тому, что ты, наверное, имеешь в виду людей вообще таких, знаешь, немножко кукукнутые, Я которые знаю вот это таких любят людей. качели. Вот ты просто про качели имеешь в виду. Это не про первые свидания, а это могут быть люди, которые просто устраивают качели. Нет, качели это в отношениях. Я говорю, что именно вот люди, которые идут на свидание, показывают свою красивую картинку, и потом специально срезаются, чтобы девчонки на них... А какой у нас вопрос? Что делать или как Да. к этому относиться? Что делать? Поставить свечку за здравие можно. Да. И еще проветрить окошко за человеком. Побрызгайте ибупрофеном. Да. Я вам скажу честно, на самом деле, вот вы смеетесь, а это очень важная тема, потому что... А смотри, она Всё, подожди, важная это- тема для невротиков. Ты в отношениях. Откуда ты знаешь? Я Сейчас. в отношениях. Ты- Я не в отношениях, Ты но у не меня в- не было в жизни Это таких постоянно. проблем. Окей, а я говорю, сейчас, но особенно новое поколение, оно сейчас именно так. Они встречаются, и кто-то начинает вот эти игры сваливать, либо просто, не имея уважения к второму человеку, с кем ты пошел на свидание, просто на следующий день исчезнуть, заблокировать. А человек написывает. А зачем он написывает? Вот именно. Так это проблема в человеке, который Нет, мы написывает. понимаем, что есть проблема, но если ты выходишь, если тебе понравился человек, ты вышел с ним на свидание, Да. Ну. есть категория людей, которые специально это делают, Да. а есть которые просто исчезают и все. Им человек не понравился и все.
какое наше мнение? Какое беги, спасайся, нахер Да, тебе это да, надо? вообще счастье. Ну, Просто хорошо, беги, секунду, спасайся. у тебя спрашивает вот твоя подруга. Пришла Да. вот напрямую. Вот, я Да. спрашиваю, вот такая ситуация. Я познакомился с парнем, вышли на свидание. Мне он очень понравился. Вроде бы мы клик, все было идеально. Секса не было, но все идеально. И я ему пишу в следующий день, и он мне не отвечает. Уже 2-3 дня после не отвечает, игнорирует меня. Прекрасно. Что ты посоветуешь? Подожди, что ты посоветуешь? Я скажу, слушай, скажи, слава богу, что у вас ничего не было, что у вас дальше никуда не зашло, что ты его не познакомил с родителями, и иди живи дальше, спасайся, нахер тебе это надо. Слушай, я тебе Я сейчас скажу только это. объясню следующее. Смотри, пока люди не спят друг с другом, они, по сути, друг другу никто. А что происходит в твоей жизни, когда из твоей жизни уходит никто? Ничего. Есть Ну, люди, то есть, и Наташ, никто... есть, секунду, есть люди, у которых все четко и ровно, сильные люди, которые на это не обратят внимания, скажут, хрен с ним, неважно. Есть очень ранимые люди. Мы говорим о всех. Хорошо. Не все, послушай, не все такие, как ты, сильные. Пошел нахер и все. И как ты. Есть девочки, которые ранимые, есть мужчины, которые не воспринимают слово «нет», как мы. Нет, так нет, окей. А есть люди, которым это по психике сильно бьет. Что во мне не так? Сразу начинать в себе искать ошибки. Хорошо, так я... Что ты бы Хорошо. сказала бы человеку, Вот, если человек у меня не есть спросил идея. тебя? У меня есть идея. Я скажу, во-первых... Я вообще задергиваюсь Слушай, эта херня, я тебе говорю. Во-первых, хорошо, если я понимаю, что у меня подруга невротик, которая переживает насчет каждого до этого странного человека в ее жизни, я ей скажу, слушай, ты охрененная, просто ты такая сексуальная, что он понял, что он тебя не потянет. Хорошо. Он замкнулся в себе, он неуверенный в себе, зачем тебе неуверенный в себе? Это вариант номер 1. Вариант номер 2, я скажу, а сделай ему так же. Давай, вот он по-любому сейчас сидит и ждет, что ты ему напишешь, ему это нравится, а ты ему отомсти и не пиши ему. Все, отомсти ему просто. Ну? Есть еще один рецепт. Смотри, ты говоришь, что если человек слабый, да, то вы рассуждаете как сильные. А есть люди слабые, эмоционально, психологически, которые неустойчивы к таким вещам, к таким передрягам и потрясениям. Так смотри, когда человек физически слаб, и он говорит, а я хочу на обложку журнала, ну, условно. То есть он вот не накачанный, да, мышцы слабые, что-то, но он говорит, я хочу на обложку журнала. Что ты ему посоветуешь? Прокачивайся. Ну, работай над собой. Точно так же и здесь. Советы можно все что угодно. Но безусловно, так это надо просто над собой работать. Если ты привязался психологически к человеку, который тебе ничего хорошего не сделал, кроме того, что исчез, нельзя, ну ты понимаешь, насколько это нездоровая тема? То есть если Ну, ты хорошо, мы накидали вариант. есть людей, которые нет, секундочку, есть людей, которые нету экспириенса, как с этим бороться, понимаешь? И есть люди, подожди, и есть еще люди, которые не зная, как это правильно объяснить. Есть люди, которые могут прийти к своему другу и сказать, слушай, вот такая у меня ситуация. А есть люди, которые будут в себе это держать и не будут с этим бороться. Забудьте в нашем возрасте. Молодые, 18 лет, 19 лет. Вы помните себя в таком возрасте? Да, и я тоже. Я скрытый был, я боялся сказать моим друзьям или кому дома, что там мне девчонка продинамила. И мне это, кстати, мне было очень тяжело до какого-то возраста. Я должен был перерасти, чуть-чуть стать постарше, чтобы понять, что это все окей. Ну хорошо, мы накидали вариантов. Вариант номер 1 послать. Вариант номер 2 тоже типа в отместку. То есть, типа, ты обиделся и ты мстишь, тоже начать игнорировать, знаешь, что человек ждет от тебя сообщений, а ты его в ответ начинаешь. Вариант номер 3. Что я говорила? Блин, интересно, что здесь во всем об этом... Вариант номер 4 обратиться к психологу. Да. На самом деле, мое личное мнение, что я считаю, что если ко мне кто-то пришел бы, я бы сказал бы, что it's okay, это кусочек жизни, этот процесс обязательно нужно пройти. Конечно. Да, И это правильно проходить такой процесс, потому что оно тебя делает сильнее. И ты правильно сказала, что есть люди, особенно если дети, у многих людей, мы же только не говорим о наших друзей, мы говорим о наших друзей, дети. Вот у меня моя знакомая мне сказала, что у нее пришла 18-летняя девчонка, ее дочка, и сказала, что вот парень, они вышли на свидание, он ей так понравился, он там, лапшу на уши навешал и просто исчез. Она в слезах 2 недели ходила. Правильно. Ты правильно сказала, не было опыта, а теперь есть. Просто должен быть, знаешь, диалог с ребенком. То есть, если родители с ним разговаривают, а если нету диалога, то тогда психолог должен разговаривать за деньги. То есть, по сути, психолог – это мама за бабло. Это у молодежи. А в нашем возрасте то же самое.
Не, ну в нашем возрасте, если человек дорос до такого возраста и не понимает, что он сам по себе ценен, и что другой человек может не понравиться другому человеку, and that's okay. Если он это не понимает, то там, ну, надо было еще раньше начать работать с психологом. Okay. Лучше позже, чем раньше. У меня там товарищ, женщина, пришла на свидание с парнем. Не знаю, она, наверное, одела на себя все, что только возможно, самое дорогое. У нее были часы Rolex. Цыганка? Не. У нее были часы, там что-то за 30-ку, у нее был Hermes сумка. Она была одета, наверное, на 1100. И она пришла ко мне в ресторан, ну, в клуб на свидание с ним. Я захожу, вижу этого парня, я просто понимаю в глазах, он не знает, что делать. И он растерялся. Ну, просто он понимает, что он должен В будет смысле, поддерживать этот я уровень. вообще что-то не понимаю. То есть его, Что тебе не понять? его смутили часы и сумка Эрме? А я его понимаю. Ты пришел на свидание с девушкой, первое свидание. Окей. Она перед собой сидит, не выглядит, у нее все на себе стольник. Даже Прекрасно. я могу тебе сказать, что я офигею. от этого, Хорошо, потому так это точно так же, когда ты на дорогую тачку смотришь, правильно? Ты приходишь, смотришь на дорогую тачку. А Ты зачем она понимаешь, это я ее сделала? позволить себе не могу, но, возможно, дорасту когда-нибудь. Подожди, а зачем она это сделала? Он ей сказал, что он арабский шейх? Нет, он construction worker. Тоже неплохо зарабатывает, кстати. Парень неплохо зарабатывает, но мы говорим не об этом. Я считаю, мое личное мнение, что на первое свидание нужно приходить максимально простым. Слушай, на самом деле, если она себе может это все позволить, а он этого испугался, то не стоило им встречаться на второе свидание. Смотри, я согласен с тобой. Я считаю, что сильная женщина – это просто офигенно. Я очень люблю сильные женщины, особенно которые вот добиваются все сами. Ты поднял хорошую тему. Ты говоришь, если ты сильная женщина, всего добилась сама. Но, окей, я сильная женщина и всего добилась сама, да, то есть во время того, как я добилась, я все равно привыкла к определенному уровню жизни, да. То есть в каком даже и то есть месте вы человек может быть встретитесь? бесконечно прекрасен. Но я понимаю, что если я привыкла завтракать, ходить на завтрак на бранч куда-то там, в место, где бранч стоит, я не знаю, $200, и со мной будет парень, который прекрасен, который очень теплый, добрый, трахает меня идеально, но он не может себе этого позволить. Я понимаю, что у нас начнутся проблемы в отношениях. Я реально часто слушаю разных психологов и слушаю вопросы, которые задают женщины. И вот женщина задает вопрос, говорит, я зарабатываю больше мужа, но это скрываю от него, и я не знаю, как это дальше скрывать, типа, что мне делать с этим? Типа, сказать ему об этом и жить на мои деньги уже, раз я зарабатываю больше, или все-таки это дальше скрывать? То есть на самом деле, ну вопрос... Ты меня спрашиваешь? Да, Скрывать? скрывать. Конечно. Нельзя, это поломает психику. Если он настоящий мужчина, он Вот. поломает психику. Так а зачем? А зачем тогда им вместе быть? У каждого человека... Она его, видишь, она уже уважает и понимает, и поэтому она уже это делает. Это хорошее отношение. Ты не можешь мужчину сдавлять никак. То есть она уже хорошая, если она это делает для своего мужчины, она уже хорошая жена или девушка, тем, что она его понимает и уважает. Это же самое важное. Понимать, уважать и идти на какой-то личный вот этот внутренний компромисс, где ты хочешь показать, что у меня все есть, но здесь ты говоришь, что мне важнее. Это, для меня это идеальная женщина, потому что это очень правильно. Мое мнение вообще, женщина не должна работать в замужестве. Вот и все. Все проблемы А решены. что делать? Ты вы чё? А что делать? Что делать? Наслаждаться жизнью, заниматься любимым Абсолютно делом. не согласен. Я считаю, что женщина должна работать. Просто она не должна работать. Должна работать в отношениях, ну, я имею в виду, жена, должна работать, просто она должна делать то, что ей нравится. Не должна ни в коем случае сидеть дома. Это бешенство Так я про будет. это и говорю. Респект. Подожди, смотри, Ты же вообще дома сидеть, наслаждаться жизнью. Я так не сказала. Я говорю, работать, На йогу вот это, ходить. делать что на угодно, йогу, да. что тебе нравится, наслаждаться Reels. жизнью. И если это приносит доход, окей, но ты не Нет. обязана работать. Понимаешь? Обязательно нужно работать. Обязательно должен. Слышишь меня? Работать в удовольствии и обязана работать – это два разных понятия. То есть я Для себя обязана. Лично как человек, я считаю, что это личное постоянное развитие. Я не говорю про то, что такой, ты обязана женщина. Нет. Мы путаем, потому что личное развитие, я тоже считаю, что человек не должен никогда не останавливаться. Потому что я, например, вообще адепт того, что человек должен брать тренинги, максимально узнавать все, что только можно, в любой сфере. А главное по 4 сферам. Деньги, карьера, секс, отношения и здоровье, красота. По этим сферам он должен постоянно развиваться. Всегда. Я тоже так считаю. Но если женщина обязана работать, это совершенно другое.
если не будем докапываться до слов, что я говорю обязан, я имею в виду, что это очень важно работать, потому что, во-первых, человек устает, у него нет времени под конец дня выносить мозг друг другу. Это раз. Во-вторых, ты, как женщина, не должна быть dependent на мужчину, потому что ты не знаешь, что завтра будет. Завтра твоего мужчину пристрелят, или завтра попадет в аварию, умрет. Что ты будешь делать? Я на такое не медитирую. Мой мужчина будет жить со мной 150 лет. Я очень буду рад за тебя, и дай бог здоровья тебе и твоему мужчину. Мы не говорим про это, мы говорим, я лично знаю ситуации, И отлично. где люди остаются без ничего, потому И что что, она под мостом осталась? некоторых я знаю, которых да, одной вообще девочки нет в живых, потому что она ушла в наркотики, просто снесло. Но это Нет, не причина, что, знаешь, то есть человек не выдержал, человек не знал, как правильно с этим это бороться. психологические проблемы. Ну, Наташа, ты сильная девчонка, а есть, которые нет. Да, Ну, я ты же не- понимаю. ты же не можешь за себя, то есть отвечать за всех. Мы говорим про реальную историю жизни, Правильно, где люди но мы не пытаемся смогли найти выдержать. причину и следствие. То есть ее муж умер, она не справилась психологически. Были бы у нее деньги, не было бы денег, она не справилась психологически с этим, правильно? Правильно. Да. А я говорю про то, что я считаю, что если ты только что сам озвучил, что мужчина должен чувствовать себя сильным. Да, И я конечно. ничего не считаю зазорным зависеть от моего мужа. Я считаю, что это вообще просто самое прекрасное и почетное, что я могу выполнять. Это Мне кажется, мы спорим о разных Не, на вещах. самом деле, я скажу честно, на самом деле это очень круто, потому что я не очень часто слышу человека, который прямую говорят, вот именно вот так и все. Я тебе за это очень благодарен, потому что, мне кажется, все бы вот так ходили бы сейчас вокруг, я знаю, что я чуть-чуть давлю, но потому что это интересно. И это круто. Но вопрос такой, если возвращаемся вот к свиданию, которое пришло вот там на Rolex, вот вы встречаешься с парнем на свидании, например, ты четко ему говоришь свою позицию, что да, я хочу быть женой, я не буду работать, я буду сложить своей жизнью, я хочу, чтобы you take care of me. Давай так, не то чтобы я не буду работать, я не буду отвечать за обеспечение необходимым На меня не рассчитывай, нашей короче. семьи. То есть, иди. Ты слышишь разницу? Да, конечно. Я не считаю, что мужчина обязан зарабатывать на лакжери покупки. Я считаю, что мужчина должен уметь обеспечить жилье, ну, крышу над головой, еду и там какие-то базовые потребности. Все. Я считаю, каждый мужчина на это способен. Если я на это способна, любой мужчина на это способен. И это единственное требование, которое Ну, ты я же понимаешь, когда вместе вот это все накапливаете, когда все вместе, оно вас сильнее соединяет. Вот когда вместе поднимаетесь, вместе, Правильно, это все... я буду его поддерживать. Или что ты думаешь? Я скажу, ах ты, ублюдок, ты не заработал, там, уходи из дома, ну что-то в этом роде. Да, Я а его если- поддерживаю. Хорошо, секундочку, хорошо, поддерживаю. А если вот он перестал зарабатывать, что-то произошло у него в жизни, перестал зарабатывать, и нужно переключиться, работать, но ему придется сидеть. Не проблема. Так я же тоже не, ну, типа, не под мостом нашла себя. То есть я начну работать. Ты вот говоришь, а если муж умрет? Отлично, я пойду работать. Окей. Но если вы вместе, и если ты хочешь, да, вот это вопрос коннекшена, если ты с мужчиной, и ты хочешь вот этого признания, я сильнее, я лучше, ну, в плане лучше с точки зрения, типа, мощностей, да, я могу provide, я могу обеспечить свою семью необходимым. И это делает тебя самого счастливым и сильным. Why not? Я хочу дать это мужчине. Если мужчина это согласен, это офигенно. Если мы говорим о вот этих первых свиданий, когда мы только познакомился, и вот рассказываю картинку, ты это говоришь сейчас человеку, который более-менее это понимает. Если мы с тобой встретились бы и мы вышли на первое свидание, ты мне это все рассказал, я бы воспринял это как это мужчина сказал, что? Окей. Другая тема. А сколько времени после того, как расстались, не стоит встречаться? Я считаю, что если отношения были там год плюс, нужно примерно столько взять время для себя, повстречаться, потусоваться, не заходить в серьезные отношения. так это разные Просто вещи. шпилевили, трали-вали, ну ничего такого серьезного. А есть люди, которые вообще не могут без отношений. То есть они с одного в другого прыгают, только расстались с этим, уже опять на тендере, через день они уже на свидание. Ну, им с этим психолога всем. скинуть просто нужно. Ну а что ты думаешь, сколько должен ждать? А зачем ждать? А? То есть ты one of those, а? Не, я просто, бедные ты твои чувствуешь мужчины и... и В смысле женщины. бедные? Нет. Хорошо, окей, я ушла от мужа 2 года назад. Но, когда я уходила, у нас уже были отношения, как бы, уже не сегодня. Я проснулась такая, ах ты, сука, ты там
обоссал стульчак, и я ухожу такая, но при этом я его люблю. Нет, то есть на тот момент, когда я ушла, разорвала отношения, у нас они уже были какой-то период, Но у тебя, уже никакие. Но у тебя были вторые отношения? Через сразу? месяц. Через месяц? Через месяц. Но эти отношения у тебя развивались во время того, как был замужем? Нет. То есть это началось сразу после этого? Абсолютно сразу. И сколько времени продолжались эти отношения? Новые? Да, эти, да. Ну, 2 года, грубо говоря. И как они? Закончились. Вообще начались, закончились? Но и прошло? на меня абсолютно не влияло. Наоборот, это зависит от человека. То есть я стараюсь не переносить, но я эмоционально переключилась. Я понимаю, что это совершенно другой человек и все такое. Там наоборот, там было хуже. На меня влияли отношения этого человека, которые были у него 10 лет назад. То есть мне предъявляли претензии, а со мной тогда, вот меня тогда обманули, и ты тоже можешь. Я говорю, камон. То есть это в башке где-то у человека, просто ты закончил отношения, ты закончи их для себя в голове. Новый человек – это новый человек. Не надо ему предъявлять претензии и ждать от него того же обмана, который у тебя был 10 лет назад. Не все такие. Я другой человек, вообще другой, новый, все. Я люблю структурочку. Вот структура – это все наше все, да, конкретика, структура. Речь идем о том, сколько не какую делать паузу, если, например, другой человек только что расстался со своей, там, не знаю, пассией. Правильно я понимаю? То есть или тем же партнером. Извините, я просто уточню. Мы сейчас о чем говорим? О паузу тем, чтобы просто шпилевили какие-то новые Просто отношения, не или заходить в серьезно? серьезные отношения. Серьезно? Я считаю, должно быть достаточное время пройти, да, есть такое даже понимание, что мужчина, если он только-только вышел из отношений, то следующая женщина в его отношениях будет как лейкопластырь. Да. То есть она будет утешать его раны, там его залечивать, зализывать его раны, и лейкопластырь, как мы знаем, никто в рамочку не вешает. Ну, это ребаунд. Да, то есть я считаю тоже, что да, однозначно нельзя спешить, то есть не то чтобы, только развелся, тепленький берем, типа, знаешь. Сколько времени тебе взяло? Самое короткое времени вот после твоих долгих отношений, вот пока ты перешла в новые отношения, самый долгий промежуток. А у меня не было отношений. Что, чего? Чего? Смотри, окей, это просто следующий вопрос, мы когда будем Нет, рассматривать, я объясню. объясни сейчас, вот объясни. Такой, Я двигаю тебя, что ты двигаешься от микрофона, я хочу это услышать. Я считаю, в моей вселенной я должна вступать в отношения тогда, когда я готова выйти замуж за человека. То есть это не является серьезными отношениями до того момента, пока я не принимаю внутреннее решение выйти замуж за этого человека. В смысле? То есть если ты просто встречаешься, типа это не отношения? Не серьезные, что такое просто? Вы ходите в кино, вы ходите вы в ресторан. встречаетесь, вы созваниваетесь, вы спите, вы вместе куда-то ездите, вы вместе Не-не-не, ты так знаешь, вы спите. Это конкретная. А смотри, если вы не спите, вы по сути друзья. Вы встречаетесь, ходите в кино. Мы говорим про тот момент, когда вы спите. Правильно. Если вы спите, вы уже в браке. А, да? Вот моя логика такая, да, вы уже... Я согласен с ней. Я могу сказать четко, что, наверное, сейчас все охуеют, но я согласен. Я согласен, что если ты заходишь в такого плана отношениях, вот именно в серьезку, это значит, что ты рассчитываешь на то, что, скорее всего, это может быть тот человек. Но не в серьезку... Так Наташа говорит о том, что несерьезки для нее не существует. Да, если смотрите, сорян. 100%. Нет, по поводу серьезки я согласен, не серьезки, не согласен. По поводу серьезки это понятно. Просто сейчас прямо вообще вот просто расставила точки над «и». Смотри, зависит от цели. Моя цель, я не хочу просто ходить и трахаться с чуваками. А значит, я не ищу отношения чисто на потрахаться. Потому что у меня есть коллекция вибраторов. У меня прекрасно, и мне и самой хорошо, да, если уже стоит цель прям вот так. Если у меня и есть какая-то цель, то я ее строю из понимания, что природа создала мужчину и женщину для того, чтобы все-таки они были вместе. А значит, я предполагаю, что у меня будет муж, дети, семья. И если только из этой точки зрения я могу рассматривать какие-либо отношения с противоположным полом. Ну, круто, на самом деле. Респект, бро. Ну, то есть, а трахаться, то есть, я не то чтобы, знаешь, табу мне трахаться. Ну, то есть, просто надо называть вещи своими именами. Если просто, переспать, то это просто переспать. Ты хорошую мысль сказал. Все, не порти. Давай. Не порти. Все, ладно. Сколько времени должно пройти от первого свидания до секса? Сколько времени? Да. Если ты спросить лучше у нее, потому что у меня ответ. Почему? А мне интересно. Сколько времени? Ты стал отводить глаза. Я тебе объясню. Мы мужчины, как только знакомим женщину, мы уже с ней спим.
Она на нас смотрит, как она может быть, выйду замуж или нет. А он ментально имеет в виду. Мы уже с ней спим. Поэтому если она скажет вот через 5 минут «да», я не скажу «нет». То есть ты не скажешь, бля, она шлюха, значит, следующему моему знакомому, который просто с ней посидит, кофе попьет, он Ну, скажет, я же да. просто не жениться, какая мне разница. Я к этому, как бы... Потому что, опять-таки говорю, мы, мужчины, смотрим это по-другому. Понимаешь? Вот мы увидели, встретились, мы уже думаем, какие позиции это будут. А у тебя было такое, что с тобой согласились, и ты такой, блин, шлюха, она, наверное, так со всеми спит, я не буду. Я вообще не считаю женщин за шлюх, никакую. Даже, которая за это Даже бабку которая платит. шлюха. Нет, я не считаю. Каждый делает, что хочет. Это их тело, их жизнь. Каждый имеет право делать все, что они хотят. Это принципы какие-то у них могут там быть свои. У меня на это, я очень открыт на эту Ты тему. беспринципный. Ну, если я, конечно же, не женюсь на женщине, которая продает свое тело за деньги. Хорошо, но, а но если- ее за это задрачивать я тоже не собирался. Слушай, а если вы, допустим, познакомились, прошло Да. 5 минут, она такая, пошли. Все у вас начинается, и потом бац, у вас начинаются отношения, и ты хочешь на ней жениться, и потом такой, блин, она же мне дала через 5 минут. Тебя это Слушай, остановит? все Будет бывает. такое? Что бывает. Знаешь, если мне было бы, наверное, лет 19-20, конечно, мне мои друзья бы начали бы, она шалава, ты что? Сейчас я могу тебе сказать, что четко, anything can happen. Anything can happen. Я знакомился с женщинами, девушками в таких местах, в жизни бы не мог поверить, что я буду с ними встречаться. Ты понимаешь, сейчас новое поколение вот это не смотрит на вещи, как смотрели мы или наши родители. Сейчас это абсолютно нормально в первый день уже переспать. Абсолютно нормально. Как настоящий мужчина, если мне скажут, пошли, а что? Я буду говорить, нет, давай следующее свидание. Если он такое скажет, он дебил. А я не... О, ребят, вот я должна поделиться. Дело в том, что однажды у меня во сне очень много приходит разных вещей. Однажды я посреди ночи проснулась, и я чувствовала, что я мужик. Оба-на. И, короче, я тебе говорю, я не знаю, Голодание до чего доводит. Камеру туда, пожалуйста, я Я хочу... чувствовала, что я И мужик, но звук. прикол в том, что я хотела трахаться. То есть вот как женщина я эта эмоция никогда не испытывала. Типа, засуньте в меня хоть что-нибудь. Никогда. Но как мужик в том вот состоянии, я не знаю, что произошло, но я это прочувствовала. Называется Wet Dreams. Я хотела Голодание. просто трахнуться, вот просто, знаешь, это как будто наваждение. Ничего, никакая мысль не может быть перед этой мыслью. То есть это было вот прям наваждение. И я когда, ну, как бы сделала, да, сама себе запрос, что это было, это понять, как мужчина вообще рассматривает секс. То есть мужчины настолько физиологичны, что они манекена ходят и такие, боже, я бы взял этого манекена с собой домой. Там, или дупло видят и такие, боже, я бы трахнул сейчас дупло. И когда я уверена, что мужчины доходят иногда до такой кондиции, когда они такие, господи, я себя hardly могу себя контролировать. У женщин такого нету. И именно поэтому у нас разные goals, которые должны где-то там посередине сойтись. Ну, насчет нету, я не знаю. То есть у меня всегда позиция хотеть торты и есть торты — это разные вещи. Мгм. То есть ты можешь хотеть, но понятно, что ты не пойдешь сейчас это делать. Почему нет? Я вообще не понимаю, почему, если... Вот объясни такое, смотри. Люди идут на свидание, они, obviously, друг другу нравятся. Вот они понравятся, вот они уже друг друга хавают. Там 100% завтра, послезавтра будет секс. 100%. Зачем ждать? Вот зачем вот это ждать? Все равно он будет, все равно к этому он идет. Если вы Ты как переписываете, мужчина рассуждаешь верно, а я тебе как женщина отвечу. Зачем ждать? показать Чтоб ему, ты, что я... первое, не подцепил себе хер знает что. Нет, через 2 дня ты его подцепил. Ну, блин, Какая разница? ну зачем тебе мучиться? Зачем тебе раньше умирать? Ну зачем? Как ты узнаешь, у него есть STD или нет? Ну-ка, рассказывай. И недели для меня я не рассматриваю. Я не считаю, что люди должны спать сразу. А сколько времени должно пройти после того, как они должны спать? Максимально близко к Минимально. свадьбе. Минимально. What? Я тебе объясняю. Максимально близко к свадьбе. Хорошо, Jesus. а свадьба через сколько Jesus должна Christ. произойти? А? А свадьба через сколько должна произойти? Ну, Максимально быстро. нет, ребят, нет, я вам объясню. На самом деле я вообще адепт того, что человека надо рассматривать долго. Серьезно. Долго Вот это сколько? Вот сколько должно пройти до свадьбы? Хорошо. год-полтора. Боже мой. То есть год-полтора не- Но секс, год-полтора. Прикинь. Камера. Ау, ау. Я ухожу. Не дай бог Что, это шутишь? заразно. Не дай бог Ты сейчас в это отношениях? заразно. Я еще раз говорю. То есть я год-полтора сидеть ждать? В смысле сидеть ждать? Ты сидишь, ждешь, ты общаешься с человеком. Вы что? Я не обезьяна, я не кроль, я У спокойно. нее могу- просто хорошие Я тебя вибраторы. понимаю, послушай, я тебя понимаю, почему он выставляет такие ролики. Да. Я тебе тоже просто и что-то такие сны начинаю снятся. Конечно, тебе будут такие сны сняться, нифига себе.
То есть ты... Секунду, а ты замужем хорошо. была? Я замужем была. А сколько То есть времени такого поженились? Было, ну, я имею в виду, сколько времени до какого-то предложения? Не, подожди, я тебе говорю про свои взгляды сейчас. Мы с- Сейчас? Да, тогда у нас прошло, по-моему, полгода перед тем, как... Ты что-то... Полгода от встречаний Не до... ошибаюсь. Полгода до шпилерили? Примерно, Так им да. было 15 лет. Нет, сколько нам лет было было? 20. Ну, почти. А сейчас? Что сейчас? Ну, сколько времени? Вот по твои отношения? Я считаю, что люди еще- не должны нет. трахаться до свадьбы. Окей, а что если там полная жопа? Вот именно. Мы говорим полная жопа. Я надеюсь, что В все смысле, там нормально. вместо письки жопа? Да, Полная жопа, и там жопа, и Развод там стоит жопа. дороже, чем брак. Не, дольше. если просто вот есть люди, которые в сексе никакие, так же как и мужчины и женщины. Вот есть и просто не Очень соединяются в интересная сексе. тема. Блин, я не Секундочку, но есть люди, которые не сходятся Хорошо, в этом. давай я И тебе ты не задам поймешь такой вопрос. никогда, пока ты с ним Я не тебе задаю переспишь. такой вопрос. Был ли у тебя такое, что ты искренне влюблен в девушку, вот прям, ну вот она у тебя вызывает все самые лучшие чувства, и у вас не получился секс? Что ж тебе получилось? Не встал? Ну, не знаю, хреновый Не, секс. ну, не Да, у очень. меня, я тебе скажу, у меня была одна Ты девушка. ее так обожал, а у вас хреновый был Опять секс. есть, А она тебя не, обожала? секса хренового не было. Я тебе объясню, что я скажу четко, что было. Я один раз, я познакомился с девушкой, которая мне очень понравилась. И я так нервничал, что у меня реально не встало. Ну, так это ж твоя проблема, это не Я проблема. понимаю, в плане. это не проблема. Ну, хорошо, вопрос. Это просто... Это просто? Это случилось. Это Секундочку, норма, секундочку. я серьезно Я говорю, тебе это норма. Оно не встало. Я перепугался, я не мог понять, что происходит, потому что как бы что-то же не встал. Всю жизнь вставал, сейчас не встал. И из-за этого мне было чуть-чуть тяжеловато с ней войти в сексуальный акт, потому что мне взяло где-то недели 3 до месяца. Ну, мне очень ну вы ж понравилось. вошли? Да, конечно, вошли, конечно. Ну, и отлично все было. Конечно, идеально всё Ну, было. так я тебе про Не, это ну, и мне говорю. просто- если бы мне девушка сказала, что no sex before marriage, я бы сказал бы no marriage before sex. Вот ты не слышишь меня. Я не говорю тебе, что есть какие-то догмы. Вообще все, что является каким-то догматичным, оно вредно. Я считаю, что это должно быть максимально близко к свадьбе. Слышишь разницу? Я не говорю, что это только после Что свадьбы. такое максимально? То есть ты Ну, будешь вот так, значит, получается, что ты таким Объясняю. Нет, объясняю. вытягиваешь кольцо. Ты специально вот этим Нет. вытягиваешь. Нет, себе. конечно, боже, ради бога, честное слово. И мне Но мы так говорим не только про тебя, мы говорим про людей такого плана, которые имеют Хорошо, такое же смотри, зрение, как я ты. считаю, что человека нужно узнавать долго, видеть его в гневе, видеть его в разных А узнать его в настроениях. постели, это не узнавать его? В Правильно, гневе. но почему-то В сексе и в гневе. Но почему-то это не является залогом счастья. То есть, смотри, почему-то все люди узнают друг друга в постели. Как мы знаем по статистике, большинство людей сначала узнают друг друга в постели, а потом знакомятся друг с другом. Есть такое? Есть. Правильно. Это является каким-то показателем того, что, как сейчас, не знаю, вот вы видите, не знаю, Нет. процент разводов. Нет. Как-то это спасает, если у вас охрененный секс. Это спасает вообще? Секс? Нет. Секунду, подожди, что Вообще нет. вы торопитесь, я не успеваю поймать. Смотри, Еще раз, спасает ли секс помедленнее. отношения? Но при этом ты сказала, мое тело это мой инструмент доставления мне удовольствия. Да, всё верно. Так Кого-то зачем спасает. ты сама себя ограничиваешь от этого инструмента? Если тебе будет хорошо, а там, Потому получится, что- получится. Нет, ну, подожди, нет, нет. во-первых, я могу сама себя удовлетворять. Это прекрасная вообще навык. Я Обнимашки. считаю- Обнимашки. И это обнимать прекрасно, сама это можете. прекрасно. Как? Просто мне скажи, да, что, если все вот это Блин, да все как ты может сказал быть хуёвый офигенно. секс, если я с Подожди вибратором секунду. получаю нормальный Так секс? с вибратором, Jesus. вибраторы качественные. Мой так, Над ним почему? работает, знаешь, сколько Подожди, компаний? если у моего мужчины есть пальцы, уже достаточно. Но Уже ими всё пользоваться хорошо. надо еще уметь. Это офигенно. Ты просто... Так я его научу. Пользоваться пальцами? Я его научу. Он тоже сам это умеет делать. А? Он тоже сам это умеет делать. Мужчина тоже сам умеет Прекрасно. делать. Ну, я ему покажу, где что надо нажать, где что погладить, где что полизать, и все. Ну, ты просто, знаешь, ты входишь в отношения... Вопрос, а были какие-то отношения, где вот тебе чувак понравился, вы вот дошли момент, вы переспали, и он тебя бросил? Нет. Было такого? Нет, никогда такого не было. Мне очень прекрасно с собой, со своими друзьями, со своими близкими. И если я впускаю кого-то в свою жизнь, этот человек должен быть, ну реально, мне должно быть с ним круто. Но не только в сексе. Это очень важный параметр. Мне с ним должно быть круто. Но- Он не должен выносить мне мозги и трахать. Он не должен меня там, знаешь, ну то есть у людей столько загонов, и ты можешь встретить таких просто монстров психологических, что залез в них в отношения уже серьезные, ты уже хер вылезешь. Наташа, мне вопрос. Хорошо, твою позицию я понял. Окей, good. Но если тебе нравится мужчина, ты же понимаешь, что ты одновременно тоже ему делаешь тяжелую атмосферу.
Ты понимаешь, человек, который Хорошо, будет но у полтора него года, тоже секунду, руки есть, полтора года человек встречается, потому что он любит тебя, терпит твои вот эти заебы, которые тебе вот это подходят, окей, но ты ему не даешь полтора года. Ты вообще понимаешь, какую тяжесть ты даешь мужчине? Первый Вообще, на вопрос. самом деле, я скажу такую вещь. Подожди, я хочу сказать такое, подожди. Завели. Я хочу сказать так. Во-первых, чувак, который полтора года терпит вот это и согласен, он красавчик. Это реально красавчик. И это вот на нем точно нужно жениться. Хорошо, у меня Точно. такой вопрос. Когда у тебя случилось... Чувак из полтора года ждет первое- секса. Ты что, на нем надо жениться? Я на нем Я бы женился. за него замуж не вышла. Вот, Алекс, скажи, от первой эрекции до твоего первого секса с женщиной сколько прошло времени? Так А как мне другой было возраст. 13. Нет, я хочу знать, Мне это как было раз тот 13 возраст, и когда у тебя как, 16. мозги вышибает. 13, первая девушка мне было 16. Ну и что ты 3 года делал? Я не понимал, что происходит первое время, потому что я уже в прошлой передаче говорил, что там были у меня... Я пошел, рассказал маме, что там происходит. А что я делал? Дрочил, что я делал? Как и все другие мужчины. Прикинь! Блядь, ну ты сравнил с 13 до 16, а сейчас мне 40. Если я сейчас буду женщину за полтора года, то не то, что я передрочу, я тебе руки сломаю. Я еще ее убью. Ты прикалываешь, что какие полтора года? Ты что? Смотри, У меня backpages будет, знаешь... Хорошо, чтобы снизить процент этого давления, я Какого хочу давления? сказать, Здесь давление, убить надо этих женщин, которым надо ты идешь полтора надо года. сексом заниматься, чтобы спустить это Я давление. согласна, если Знаешь, как это заниматься- физиологически это, Я мне знаю, кажется, конечно. это физиологически плохо для мужчины, 100%. Да. для его вообще, для всего этого. Ну, Надо- воздержание вообще плохо. это я орган, считаю. который должен работать. Да, так я вообще... И женщине плохо, потому я что считаю, она... что оргазм должен быть 1 раз в день. Чтобы снизить градус You are давления... amazing. Да? Чтобы снизить градус давления, я еще раз хочу сказать, не свадьба должна стать, типа, а теперь трахаемся, максимально близко к свадьбе. Что я имею в виду? Когда ты человека рассматриваешь, ты уже понимаешь, все, я за него хочу замуж, и тогда ты идешь с ним в отношения уже более серьезные. Но это значит, что ты уже его рассмотрел. Вот что я пытаюсь вам донести. Я Что понимаю, но это не возьмешь просто- же хрен знает сколько что времени, это не Наташ. просто тушка какая-то, физическое тело, вы трахались, и тут вы, оказывается, поняли, что вы друг другу не подходите. Вот это меня бесит, когда люди переставляют местами вещи, понимаешь, что нет? Разводы это нормально, Прыгай. что? Какие разводы? Отставание? Да. Так только что Алекс сказал, человек ушел с первого свидания, уже heartbroken, а ты говоришь после того, как люди переспали. Ты понимаешь логику? Ну, там не то, что heartbroken, это просто это ощущение, что Правильно. ты какой-то no good. А если с тобой никто не хочет спать, ты конкретно ощущение, что you no good. Никто не хочет Да, спать. и говорят, давай Представляешь, подождем. ты представляешь, я придешь к своим друзьям и скажешь, братва, представляешь, я вот встречаюсь с офигенной девчонкой уже 1,5 года, бля, ну вообще ноль. Она только любит свои вибраторы. Я просто реально... Завтра все твои подружки посмотрят и скажут, ёбаный, серьезно, что ли? Ну, блин, во-первых, я не всегда была такой. Вот, А. это самое интересное, что же Ну так я же произошло. говорю, у меня же с мужем, когда, ну, примерно полгода прошло, ну то есть, вот. Полгода можешь терпеть? Не то, чтобы я предлагаю, Я нет, сори. не то, Алекс, чтобы я предлагаю. Я могу честно сказать, я бы, может быть, выдержал бы сейчас, может быть, выдержал бы, наверное, ну, месяц, окей. Месяц, да. У меня уже 3 темы, мне главное их не забыть и сейчас записать. Я предлагаю нам расстаться, пережить с этим. Как пережить, Переспать подождать с этим, да. свадьбу. Переспать подождать 1,5 года свадьбу. с Наташей. Слушай, я реально, я следующие свои отношения скажу девчонкам так: пока мы не поженимся, zero секса. И думайте себе. Так да. подожди, Вообще, так тебе самому потом свадьбу организовывать на следующий день? На не, следующий день. у меня есть 1,5 года погулять, и что скажу так, I wasn't ready. Ну, девчонки, еще раз было мне очень приятно с вами провести второй Взаимно. подкаст. Мне кажется, мне было очень весело. Я надеюсь, меня бить не будешь после этого. После нет, этого. нет. Ну, ты всегда веселая. Ты сам себя уже наказал. Чем? Что все сейчас будут мне не давать по 1,5 года? Я уже понимаю, что нужно Саньку хер дадим. Ладно, я потерплю, ладно. Спасибо, что пришли. Спасибо, что вы с нами, да. Пока-пока. Пока.